И новость мы сегодня будем читать про осень. Так как все еще нельзя путешествовать, и очень-очень мало людей могут приехать в Россию, то мы с вами сейчас онлайн будем путешествовать по осенней России. Будет очень большая новость, очень много красивых фотографий. Так, а новость. Каждый четверг мы читаем новость, и сегодня тоже. И новость у нас называется «Не пропустите золотую осень. Где в России самый красивый бархатный сезон?» Так начинается наш сегодня эфир. Пропустите, не пропустите. Это у нас форма императива, то есть это как совет, что вам нужно сделать. Часто мы говорим: не делайте, не смотрите, не пропустите. Это мы даем совет на русском языке. Не пропустите золотую осень, то есть обязательно посмотрите, чтобы это было не просто на картинке, а чтобы, может быть, в нашем варианте, да, может быть и на картинке, но чтобы это обязательно было у вас. И где в России самый красивый бархатный сезон? Бархатный сезон, так мы называем период осенью, когда еще тепло, еще нет снега, и очень-очень красиво, когда листья, то есть леса, когда природа уже от лета переходит к зиме, когда листья становятся желтыми, красными, оранжевыми. Вот это мы называем бархатный сезон. Такая у нас с вами новость, и сегодня я вам покажу очень много интересных мест в России, и это будут очень красивые места. Так, начинаем. Летний сезон на российских курортах подходит к концу, но у туристов есть причина продолжить путешествие по стране. Достопримечательности открыты, гиды проводят экскурсии, леса и поля одеты в багрец из золота. Сопки Хакасии, водопады Камчатки, аскетичная природа полярного Урала, деревянные храмы в Кижах и темные воды осенней Волги. Все это у нас с вами будет сегодня. Лето закончилось, но курорты, да, что такое курорт? Это куда мы приезжаем отдыхать. Это не просто отель, гостиница, это еще что-то больше, как resort по-английски. То есть мы там можем и отдыхать, и жить. Вот, то есть это как гостиница для отдыха, мы можем так сказать, это курорт. Подходит к концу, лето закончилось, но туристы могут еще продолжать свои путешествия, потому что все еще очень-очень красиво, много интересного. И здесь у вас такая фраза: леса и поля одеты в багрец и золото. Вообще это слова Пушкина: багрец и золото, одетые леса. И это из стихотворения Пушкина, и это очень известная фраза, ее знают все русские. Но остановимся на слове «одеты». Да? У нас есть слово «одежда», то, что мы с вами носим. И здесь у нас метафора, когда мы говорим, что одежда деревьев – это их листья. И вот у них раньше была зеленая, летом у них была зеленая одежда, зеленые листья, а сейчас одежда другая, они одели другое, и теперь у них такая красно-золотая одежда, красно-золотые листья. И что мы же сегодня с вами увидим? Мы увидим Хакасию, Камчатку, Карелию и Волгу.
какие места у нас с вами сегодня будут. И вот первая фотография, это фотография из Ивановской области. И это город Плес. В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес, один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью, а самые красивые открываются с гор – Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки. И я думаю, что вот такая красивая природа, что мы видим на картинке, это Ивановская область, город Плес. И здесь он находится на берегу Волги. На картинке мы видим с вами Волгу. И что у нас? Самый посещаемый малый город России. Малый – это синоним слова маленький, но какая разница, когда мы говорим маленький, когда мы говорим малый? Маленький – это значит small, а малый мы говорим не такой большой, как другие. То есть он не совсем маленький, он просто не такой большой, как другие, но тоже важный. Тогда мы говорим малый. Например, малый театр. Он не такой большой, как большой театр или как другие театры, но это тоже очень важный, значимый театр в России, в Москве. Также и здесь. Малый город России. Он небольшой, но и не совсем маленький. Самый посещаемый, то есть один из самых посещаемых. Много людей приезжают в Плес, приезжают в Плес как туристы. Почему? Потому что, в первую очередь, из-за того, что здесь жил известный художник XIX века Исаак Левитан. Он рисовал очень красивые натюрморты, то есть рисовал природу. И любил рисовать русскую природу как раз региона, где он жил, Ивановской области. И писал местные виды. Кстати, интересно, что когда мы говорим о художниках, мы не говорим «художник рисовал», мы скажем «художник писал», как писатель пишет свои книги, так художник пишет свои картины. И вот Исаак Левитан писал местные виды. Местный – это значит место, где он находился. Мы говорим местный житель, местное время, местные виды и так далее. То есть это место, где вы сейчас находитесь, где вы живете. Также мы говорим, например, на улице вы идете и не знаете, где находится метро. И вы можете спросить дорогу у местных жителей. То есть они там живут, и они хорошо знают, где что находится. Местные виды. И город Плес, природа города Плеса очень красиво ранней осенью. Сейчас как раз у нас с вами ранняя осень, начало сентября. И мы видим, какой может быть красивая природа в этой местности. Дальше, следующее, еще красивее фотография. Карелия, вновь открывшаяся для туристов с 20 июня, стала у путешественников одним из самых популярных экскурсионных маршрутов в этом сезоне. Многие стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи. Архитектурный ансамбль XVIII века выгоднее всего смотрится на фоне яркой осенней листвы и свинцовых вод Онежского озера. Республика Карелия находится на северо-западе России, недалеко от Финляндии. И вновь открылась она для туристов, то есть еще раз, снова, 20 июня.
именно, ну, в основном, конечно, для туристов из России, потому что иностранцы все еще не могут приезжать. И в этом году, кстати, очень много русских туристов, российских туристов ездили в Карелию, я в том числе. И он один из самых популярных маршрутов. Конечно, самый популярный это был Черное море, это Сочи, Крым, и, думаю, на втором месте это вот Карелия. Многие стремятся, то есть очень хотят поехать, то вот очень хотят туда попасть, стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи, ансамбль. И здесь у нас говорится про остров Кижи, как раз то, что вы видите на фотографии. Это остров, который находится на Онежском озере. Онежское – это одно из самых больших озер в Карелии. И этот остров известный почему? Потому что там находится старая и очень красивая церковь, даже не одна, а несколько церквей, которые сделаны полностью только из дерева. Больше нет никаких деталей и никаких других фрагментов нет, только все дерево. И лучше всего посмотреть этот остров, эту достопримечательность ранней осенью. Это будет у нас как раз выгоднее. Из-за чего? Почему? Потому что яркие цвета, яркие натуральные цвета осени покажут этот деревянный храм, это архитектурный уникальный ансамбль с другой стороны. Это будет еще ярче, очень-очень ярко. Плюс, так как это остров небольшой, даже такой маленький всего, то вы увидите, здесь у нас на фотографии это тоже видно, свинцовые воды, это такой синий-черный, свинцовые воды Онежского озера, что мы с вами и видим на фотографии. Следующее, тоже про остров Кижи. Полвека назад из разных частей Карелии в Кижи свезли часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары. В старинных домах можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам. На русском севере их было принято помещать под одной крышей. В холодное время года это было очень ценно. Полвека назад, то есть это где-то 50 лет назад, в Карелию на остров Кижи привезли, то есть здесь у нас свезли со всех частей русского севера, с разных точек русского севера, свезли, собрали вместе русские, старые русские часовни, избы. Изба – это такой дом, дом деревянный. Мельницы, амбары, это я вам все написала, chapels, mills, hams, barns и так далее. И все это сейчас музей под открытым небом. И вы можете просто приехать на этот остров и гулять, смотреть на то, как жили на русском севере раньше, очень-очень давно. Это 18, 17 и раньше. Вы можете просто гулять, а можете и зайти внутрь. То есть погулять по жилой части. Это дома, где жили крестьяне, где жили кто такие крестьяне? Это люди, которые работали на земле. Они были небогатые, они все время, вся их жизнь – это вот земля. Земля давала им дом, земля давала им еду и так далее. Земля – это была их жизнь. Как они там жили, что у них было – это вот хозяйственные постройки, то есть это не дом, где живут, а это, например, дом для животных,
дом баня, да, дом ванна, так, дом для того, чтобы помыть себя, дом для продуктов. Это вот называются хозяйственные постройки. И важно, что на кижах будут только хозяйственные, то есть весь этот архитектурный ансамбль, все эти старые дома, это все только с русского севера. И очень даже необычно, интересно, и здесь у нас скажут, это ценно, да, то есть в холодное время года это было очень ценно. Очень интересно, что там вы можете увидеть музей, это дом, в котором жила не очень бедная крестьянская семья. И именно вот на русском севере дом у семьи был очень большой. Почему большой? Не потому что они были богатые, нет, потому что в этом же доме с одной стороны жила семья, а с другой стороны жили лошади, то есть животные, которые были у этой семьи. Так было теплее, так было удобнее, комфортнее, чтобы не нужно было бегать из одного дома в другой дом, чтобы не нужно было греть несколько домов. Все было рядом, вместе. Так, вообще про остров Кижи посмотрите, есть у меня видео на YouTube, на моем YouTube-канале. Посмотрите, хорошее видео. Следующее. Байкал. Стоит отправиться и на Байкал. Например, посетить мыс Бурхан на самом крупном острове Ольхоне. Буряты-буддисты верят, что именно здесь обитает главное местное божество. Это один из самых знаменитых и живописных видов озера. Его фотографируют все туристы. Осенью на водоем едут любители тишины и спокойствия. Отдыхающих мало. Отели свободны, никто не мешает созерцанию красоты. Вот картинку вы видите, это Байкал, а именно мыс Бурхан. Мыс Бурхан находится на острове Ольхон, самый крупный остров на озере Байкал. Так, стоит отправиться. Стоит, это вот тоже как совет. Я тебе советую, или вам нужно это сделать. Стоит отправиться на Байкал, чтобы увидеть мыс Бурхан на крупном острове Ольхоне, где где по поверьям, да, то есть то, что верят буряты-буддисты, буддисты, вы знаете, такая религия, буряты – это люди, которые живут на Байкале, что там обитает главное местное божество. Обитает – синоним живет. Божество – это такой маленький бог. Как его называют, честно, я не знаю. Это маленькое божество неизвестно, можете посмотреть в интернете. Так, это один из самых знаменитых и живописных видов озера. Что такое живописный? Синоним красивый. Очень красивое место, и здесь часто фотографируют туристы именно это место, потому что такой самый красивый вид здесь открывается. Осенью на водоем едут любители, то есть, конечно, уже не так много туристов, а едут люди, которые хотят побыть в тишине, когда уже хотят отдохнуть тихо, спокойно. Любители, они любят именно такой отдых. Очень мало отдыхающих, очень мало активных туристов. Отели свободны и ничего не мешает созерцанию. Созерцать – это когда вы смотрите на то, что вам очень нравится.
и вы смотрите долго. Созерцать, любоваться. Синонимы. Следующее. А следующее у нас Алтай. Моя мечта увидеть Алтай. Можно прокатиться по главной трассе Алтая, Чуйскому тракту. Это почти 1000 километров от Новосибирска через Бийск, Новоалтайск, Майму и до границы с Монголией. А по пути величественные горы, бескрайние степи, бурлящая река Катунь и мистическое Телецкое озеро. В этом году туры на Алтай бронировали в 4 раза чаще, чем в 2019 году. То есть это было больше, чем в прошлом году. Итак, можно прокатиться. Что такое прокатиться? Это проехать. Главная трасса на Алтае, она называется Чуйский тракт, и это очень известная дорога в России, потому что она очень живописная. Помните, живописная – это красивая. От Новосибирска и почти до границы с Монголией. То есть от Новосибирска до Монголии идет Чуйский тракт, и очень красивая природа. И что вы увидите? Что же за природа? Это горы, степи, реки, озера. Все это увидите. Величественные горы, то есть это такие они очень большие и очень красивые. Мы называем величественный. Бескрайний, то есть нет конца. Бескрайняя степь, или как прерия можно назвать. Бескрайняя степь. Вы не видите ваш взгляд, вы смотрите и не видите, а где конец этой степи. Бурлящая река бурлит, очень быстро течет. И озеро, мистическое озеро. Ну, что такое мистика, я думаю, вы знаете. Бронировали в 4 раза чаще. Что я вам сказала, да, то есть бронь – это бук, да, то есть booked more than last year. Так, следующее. Что же это у нас? Это тут много уголков, которые особенно прекрасны золотой осенью. Тут это все еще Алтай. Лиственно-кедровая тайга на склонах Северо-Чуйского хребта на высоте 2200-2400 метров. Луга и тундра еще выше. Здесь мы поднимаемся на гору. Эта гора, то есть здесь у нас 2200-2400 метров над уровнем моря. Луга и тундра. Какая там есть природа. Следующее. Камчатка. Очень далеко от Москвы, но невероятно красивое место. Видите, даже на фотографии, я просто, эта новость мне нравится больше всего из-за фотографий. Можно на эти фотографии смотреть бесконечно. Вы видите, далеко там горы, они такие заснеженные, все в снегу горы, а перед горами находятся красивые леса. И, конечно, осенью осенний лес – это что-то невероятно красивое. Примерно треть опрошенных туристическими онлайн-сервисами пользователей назвали Камчатку среди мест, которые хотели бы посетить. Осенью этот край выглядит завораживающе. Конечно, нужно побывать в Кронотском заповеднике, одном из старейших в стране. Там 8 действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая долина гейзеров. Итак, треть опрошенных – это не половина, а это вот разделили на 3 части. Одна из 3 частей опрошенных, людей, которых спросили, задали вопросы, они сказали, что Камчатка – это то место, которое нужно посетить.
что они хотят посмотреть, увидеть, куда они хотят поехать. И осенью, конечно, очень красиво, потому что там это природа, это уникальное природное место, там не так много цивилизаций, а вот все такое натуральное, завораживающее, то есть прям вы будете смотреть, и вы не сможете остаться равнодушным. Вы точно почувствуете либо очень хорошие эмоции, либо очень плохие эмоции. Вот я даже уверена, что плохих вообще не будет, если вы будете смотреть именно на природу. И что тут советуют посмотреть? Это Кронотский заповедник. Я не была, не знаю, здесь написано, что это одно из самых старейших в стране. То есть этот заповедник один из самых старых. Может быть, на фотографии как раз у нас этот Кронотский заповедник. И в этом заповеднике есть вулканы, которые и сейчас действуют, то есть работают, функционируют. Опасно, но интересно. Термальные озера. Что такое термальные озера? Думаю, понятно. Водопады, когда вода бежит, это реки, когда вода бежит сверху вниз быстро. Водопады и долина гейзеров. Я на Камчатке не была, но мечтаю это тоже увидеть своими глазами. Что-то ближе к Москве, Красноярский край. В Красноярский край осенью отправляются тоже, чтобы любоваться величественной природой. Но все его красоты открываются только неленивым туристам, готовым много ходить пешком, сплавляться по рекам и покорять горы. В регионе 7 заповедников, 30 заказников и более 300 тысяч озер и больше десятка рек. Красноярский край. Столица город Красноярск. Не настолько известный город российский город в мире, но в России это известный город. И в этом городе рядом с Красноярском, то есть в Красноярском крае, тоже очень красивая природа, но если вы хотите поехать туда, будьте готовы, что вы будете много ходить пешком, много путешествовать. Это очень активный отдых, это не пассивный отдых, когда приехал и просто лежишь, отдыхаешь, и вокруг тебя такая красота. Нет, это будет активный, поэтому и говорят не ленивым туристам, потому что надо будет ходить, надо будет покорять горы, то есть подниматься на горы, надо будет сплавляться по рекам. Сплавляться это таких на специальных лодках, кажется, они называются байдарки, или еще по-другому есть другое название. И вы будете по этим рекам вниз, вверх, лево, направо. Есть такой вид спорта, и он очень популярный во многих регионах России, особенно если это горные регионы, где есть горы, то это вообще интересно. Да, это все в России, это Красноярский край, не так далеко от Москвы, не очень далеко от Москвы. И в Красноярском крае, даже я этого не знала, живу в России, есть 7 заповедников, 300 заказников, заказники, да, то есть это прям дикая природа, 300, да, даже более 300 озер и много-много рек. Этого я тоже не знала, и по фотографии видно, что прям видите, какая вода, она прям черная, необычная природа. И да, это все в России. Сегодня только про Россию. И прибираемся чуть ближе. Урал, недалеко от Европы. Полярный Урал. Это граница Европы и Азии.
Ямало-Ненецкий автономный округ, суровый край. В бархатный сезон аскетичная природа, леса, раскинувшиеся по берегам рек, Печоры и Оби, удивительные. Полярный Урал, то есть он находится вот прямо на севере. Хотя здесь имеется в виду Северный Урал. Конечно, Урал у нас находится это не самая северная точка России, но вот Ямало-Ненецкий автономный округ это прям северная часть. Я думаю, что здесь перечисляют разные, то есть это и Урал, который на границе с Европой, это и Республика Коми, и Ямало-Ненецкий автономный округ, который находится прямо на севере. И все это находится на берегах рек Печоры и Оби. И суровый край, потому что там суровая природа, недостаточно цивилизации. Это вот прям дикая природа. И осенью, еще раз повторяю уже несколько раз сегодня, что это невероятно красиво из-за цвета, из-за осенних цветов. Бархатный сезон, как я вам говорила, это ранняя осень, это тепло и уже невероятно красивые цвета деревьев. Природа уже переодевается. Следующее. В эти места чаще всего приезжают поклонники спортивного туризма, пешеходного, лыжного, водного. Большой плюс – хорошее транспортное сообщение. От станции Северной железной дороги все объекты находятся в радиусе 60 километров. Не так далеко. Да? Транспортное сообщение. Вы приезжаете по железной дороге, то есть вы приезжаете на поезде, и дальше уже можно пешком, можно на машине или другие варианты. И поклонники спортивного туризма. Поклонники – это люди, которые любят и очень любят ходить пешком, любят ездить на лыжах и любят передвигаться на воде, на лодках или сплавляться на байдарках и так далее. Это тоже для активного отдыха, для активных путешествий. И это все еще у нас места, которые я называла до этого, то есть это Полярный Урал, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ. И последнее у нас с вами здесь – это Хакасия. В Хакасии 2/3 территории занимают Саянские горы. Остальной ландшафт – степи и тайга. Осенью их покрывают туманы, пожелтевший ковыль шелестит на ветру. Здесь вас ждут заповедники Казановка или Казановка и Хакасский, озеро Белё с водой разной солености, утичьи озера с лечебными грязями. Туз и вовсе именуют Сибирским мертвым морем. Горнолыжники направляются на гору Гладенькую, но это зимой. Пока же местные виды вот такие ровные степи. И опять же, я думаю, это для тех, кто любит активный отдых, приезжают сюда. Там есть, конечно, горы, как тут пишут, Саянские горы, но в основном это степь, тайга. И осенью все это вот в таком тумане, да, туман, такая мистика, какая-то магия, мне кажется, в этом есть. Пожелтевший ковыль это трава, и шелестит. Что такое шелестеть? Это звук, да, это звуки даже, или это язык, который нам дает природа. Шелестит на ветру, как шелестят листья, то есть вы слышите, или там я могу вам показать там шелест бумаги, то есть вы слышите бумагу, шелест листьев, когда вы ходите
по лесу и наступаете на листья, это все шелестит. Или на ветру, такой чуть-чуть небольшие звуки, негромкие. И какие места тут у нас заповедники. Честно, я не знала про такие заповедники, узнала вместе с вами, читая эту новость. Озеро, даже озера, самое известное озеро Белё, и там это соленое озеро. И в разных местах этого озера разный уровень соли. То есть где-то очень соленая вода, а где-то не очень соленая. Какие-то лечебные грязи, то есть вы можете поехать туда и сразу лечить ваши заболевания. И есть озеро Туз, которое называют Мертвым морем, как Сибирское Мертвое море. Конечно, сюда в основном приезжают зимой, потому что для активного отдыха здесь есть гора, которая очень популярна для лыжников, кто любит такой вид спорта или такой вид отдыха. Вот такая вот у нас с вами, если честно, была статья. Мы закончили. И давайте я вам еще раз покажу все виды, да, все места в России, которые очень красиво смотреть именно осенью. В этой осенью, думаю, уже не получится, но приезжайте следующей осенью, все будет такое же красивое. Итак, сначала мы прочитали про Ивановскую область. Небольшой город, но достаточно известный. Находится на реке Волге. Следующая у нас с вами была Карелия. И на фотографиях остров Кижи. Одна фотография. И вот еще одна фотография. Кстати, на острове живет не так много людей. Следующее у нас с вами был Байкал. Я бы даже больше мест хотела посмотреть на Байкале. Это тоже очень уникальное место в России. Дальше мы с вами видели Алтай. И еще Алтай. Уже только сначала у нас такая вот низ, да, то есть невысокий Алтай. И мы поднимаемся в горы. Следующая у нас с вами была Камчатка. Это горная территория, это территория вулканов, гейзеров и вот таких вот лесов. И Красноярский край со столицей городом Красноярском, который регион, в котором очень много озер и вот такие вот бескрайние просторы, без конца. Вы можете на них смотреть и не видеть конца. Урал, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ здесь и здесь. И последним у нас с вами была Хакасия. Мне кажется, эта статья, которую мы с вами сегодня прочитали, русский язык здесь был нетрудный. Согласитесь? Да. Но в этой статье очень красивые фотографии. И когда вы смотрите на них, вы хотите приехать и увидеть все это сами.